И вновь приветствую вас на канале Скользкая механика. Сегодня мы поговорим с вами о меламиновой губке. Из чего она состоит, что это такое и для чего она нужна. Небольшая справка с сайта Википедия. Материал на протяжении более чем 20 лет использовался для теплоизоляции труб и воздуховодов. И продолжительное время используется как звукоизоляционный материал для студий, павильонов, аудиторий и иных помещений. Материал также не поддерживает горение. Очень хорошее свойство. Губка очень хорошо смывает любые загрязнения практически с любых поверхностей. Но нужно работать с осторожностью, потом объясню почему. Вот, смотрите, у меня есть перманентный маркер. Вот, маркер перманентный. Многие знают, что его хрен чем сотрешь. Надо какие-нибудь химические вещества использовать. Давайте вотрем его как следует. Подождем, пока высохнет. Вот. Сейчас его, чтобы смыть, надо какой-нибудь спирт или еще что-нибудь. Меламиновую губку слегка смачиваем, просто водой. И она просто его стирает, как будто его и не было. Вот. Единственный момент, если вы будете чистить глянцевые поверхности, то, например, холодильник. У меня, кстати, я на этом запнулся. Старый клей от этикеток. Точнее, нет, просто клей от этикетки. На новом холодильнике хотел стереть, начал тереть меламиновой губкой. Клей-то он стер, но он стер вместе с лаком, который был под этим клеем. Вот, почему же она так хорошо работает? В одном из прошлых роликов мы рассматривали микроскоп. Давайте посмотрим под микроскопом, из чего она состоит. Так, у меня оборудование непрофессиональное, поэтому будем аккуратно настраивать. Я просто к окуляру подношу видеокамеру. У меня нет специального объектива. Так, давайте приближаем потихонечку. Ага, начинаем видеть. Есть. Вот. У нее кристаллическая структура в виде сетки. Это очень твердые. Это материал с очень высокой твердостью. И вот он состоит, давайте я переключу объектив на побольше. Вот видите, да? Своего рода вспененный материал в виде решетки трехмерной с острыми краями. Вот эти острые края, углы, они зацепляют все загрязнения, просто работая как очень мелкая наждачная бумага. Все сдираем. Вот. А теперь представьте, что будет с вашим желудком, если вы плохо сполоснете посуду после того, как помоете ее меламиновой губкой. Да, и вот эти вот мелкая кристаллическая решетка с очень высокой твердостью попадет к вам в желудок. Вот. Я думаю, она как минимум пользы не принесет, поэтому нужно с осторожностью это использовать и очень хорошо споласкивать после использования меламиновой губки посуду. Хотя тот же Википедия пишет, что меламин слабо токсичен и быстро выводится с мочой. Но я думаю, пока он там с мочой выведется, эти острые края, стенки вашего желудка и других поверхностей ваших внутренних органов как минимум там поцарапают. Поэтому я стараюсь как можно лучше смывать посуду после использования меламиновой губки. Пока давайте попробуем поменять объектив и посмотреть еще поближе. Так, кручу, обмануть хочу. Так, что это? Где губка? Куда пропала губка? Прошу прощения. Она у меня немножко съехала. Кручу. Вот она. Вот она, эта губка. Заглянем поглубже. Вот они, острые края. Даже на таком большом увеличении, сейчас я вам попробую сказать, какое-то увеличение, 40, да, объектив 10, 50 крат. Даже нет, это умножение 400 крат. При увеличении в 400 раз края довольно острые. Давайте объектив поменяем, попробуем посмотреть. Увеличение 100 на 1,25, это у нас почти 1000 раз.
Почти 1000-кратное увеличение. Ага, вот оно. Так, мне очень интересно, подвинем слегка. Ну-ка, приближай. Не попал. Угу, вот оно. Начинает появляться. Сейчас света добавим. Так. Я пока чистил микроскоп, видимо, какую-то пыль куда-то задул. Теперь она вся на объективе. Вот эта мелкая рябь. Попробуем ее убрать потом. Ну вот, видать, краев не смог поймать. Вот они края. Довольно острые. Даже при таком крупном увеличении. Вот такие дела. А пока на этом все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. В следующий раз разберем что-нибудь более интересное.